Продолжаем нашу работу. Если вы помните, в последний раз мы остановились на следующем. У нас уже есть геометрическая схема фермы в масштабе 1:100. Я ее поместил уже сюда в лист. Чтобы не терять времени, я приготовил табличку спецификации. И чтобы вам было понятно, то здесь я уже эти размеры проставил по размерам, какие размеры должны быть. Обратите внимание, что общая длина таблички получается 185 мм, поэтому она ставится так, чтобы ее левый край совпадал с левым краем основной надписи. И записал сюда текстовые указания. С помощью команды аннотации выбрал аннотации, многострочный текст, указал здесь табличку и записал. Что сюда записал? То, что нельзя изобразить графически. То есть, например, ручную сварку проводить электродами типа E42, соединительные прокладки ставить на равных расстояниях, защиту конструкции от коррозии производить лакокрасочными покрытиями. Вот все, что я пока предварительно подготовил. При этом обратите внимание, что здесь я, когда строил текст, то я указывал вот так всю клеточку многострочным текстом, писал текст и после этого выравнивал середина по центру. И у меня получался текст ровно вот так, как он записан. Вот здесь, в этой клеточке, у меня то, что здесь написано, не помещалось вот сюда. Поэтому я вот здесь изменил интервал между строчками. То есть, вот, например, вот я выбираю так, и вот здесь междустрочный интервал можно выбрать дополнительно. Междустрочный интервал в абзаце я поставил значение 0,6. 0,6. И вот у меня такой тогда интервал получился. Обратите внимание, здесь расстояние, видите, между словами меньше, чем, например, вот здесь. Да? Меньше. Для того, чтобы было красиво. Размер текста здесь 2,5. 2,5. А здесь размер текста 3,5. Вот это подготовка самого листа. Теперь вернемся к нашему узлу. Вот наш узел выглядел таким образом. Здесь я поставил уже что? Соединительные прокладки. Они нужны для чего? Для какой цели? Дело в том, что у нас здесь имеется два уголка. Один уголок с одной стороны фасонки приварен, другой с другой стороны. И между ними, соответственно, зазор, равный толщине нашей фасонки. У нас она 10 мм. Для обеспечения жесткости ставят соединительные прокладки. Размер их 60 мм по ширине, и на 20 мм они здесь выступают. И здесь должен быть сварной шов. Сварной шов. Но сама вот эта прокладка, она будет находиться довольно далеко от узла. И смысла нет чертить вот здесь большой такой уголок длинный, занимать много места на чертеже. А достаточно сделать что? Вырезать. Вот смотрите, я вырезал и принес эту прокладку сюда рядышком поставил. Вырез обозначается линиями тонкими, вот с таким зубчиком. Эти линии должны на 2-3 мм вылезать за пределы уголка. Кроме того, в конце мы должны поставить условный знак. Вот этот условный знак, это есть знак, это не сечение, оно не штрихуется, во-первых, раз. Расстояние между значками 10 мм, равное толщине фасонки. А вот здесь это толщина полочки, это длина полочки, соответственно. И здесь никаких закруглений, как оно реально в уголке должно быть, нету. Это еще раз условный знак. И кроме того, проставил сварной шов. Сварной шов изображается у нас такими ресничками. Высота по миллиметру, расстояние 1-2 мм между ними. Но, учитывая то, что у нас это в натуральную величину все, и мы потом будем масштабировать в масштабе 1:10,
Чтобы на чертеже получилось у нас расстояние 1 мм, то я их здесь черчу 10 мм. Потом, когда уменьшу в 10 раз, то как раз останется расстояние равное 1 мм. Теперь давайте разберемся, как я все вот эти элементы строил. Ну, для примера, построим это все здесь. Сначала мы здесь должны построить построим соединительную прокладку и значок. Значит, соединительную прокладку, чтобы построить, то нам сначала необходимо начертить. Выбираю слой тонкий и начерчу вот эту линию. Я стараюсь ее начертить как можно ближе, да, вот смотрите, поближе начертил. Теперь выключу режим орто и изображу вот эти зубчики. Изображает их произвольно, но приблизительно так, 45-45 миллиметров, вот таким вот образом. И обрежу вот здесь серединки. Вот у меня такая линия получилась. Теперь я эту линию скопирую и перемещу на расстояние 80 миллиметров. Именно 8. Ну, 8, можно 90. Почему именно такое расстояние? Да, 80. Не подумал, да? 80, наверное, не так. Сначала нам же надо зазор сделать, да? Я скопирую, перенесу ее, режим орто, перенесу ее на 20 миллиметров. А потом еще раз ее скопирую и перенесу дальше на 80. Так, теперь начертим линию тонкую вот здесь. И эту линию я скопирую, перенесу на 60 миллиметров. Ну и посмотрим, как у меня получилось. Ну, наверное, не совсем красиво, поэтому я вот эту линию еще перенесу. Ну, приблизительно вот так, да. Эти линии преобразую в штриховые. Затем включу слой основной и далее начерчу. Здесь будет 20, вниз 60, вправо 20. И с противоположной стороны тоже. Здесь 20, вниз 60 и влево 20. Затем мне надо начертить, вот здесь будет тонким слоем сварной шов. Ну, здесь маленький, то можно его построить путем копирования. То есть вот таким вот образом. Черчу здесь так, и мне должно быть перпендикулярно, но 10 миллиметров. Вот у меня первая есть черточка. Я ее перенесу, поставлю вот сюда. Затем ее выделю и скопирую. И копирую дальше на 10 миллиметров. Теперь копирую еще раз. Копирую на 10 миллиметров. Дальше эту копирую на 10 миллиметров. Еще раз копирую на 10 миллиметров. И еще раз копирую на 10 миллиметров. Все, этого достаточно. Теперь выберу все выбираю. Включаю вот эту маленькую, скопирую, возьму за вот этот уголок и перенесу сюда. Все, вот у меня получился сварной шов. Когда нужно будет сделать большой, то мы сделаем его по-другому. Теперь давайте здесь обрежем лишнее. Вот эта линия и эта
будут лишние. Теперь нам необходимо сделать уголок. Здесь уголок у нас 75 миллиметров. Сделаем мы его так. Поставим слой основной. И вот здесь проведем черточку перпендикулярно. Эту черточку сместим на расстояние 75 миллиметров. Значит, отсюда и сюда. Вот это 75. Теперь то, что получилось, удлиним. Так, и еще раз так. Затем сместим ее на 8 миллиметров. Вот так. И, как вы видите, у нас получилось. Сейчас я обрежу лишнее. Что у нас вышло? У нас получился уголок 75 на 8. Вот эта полочка 75, а эта толщина 8. И вот эти хвостики тоже. Вот такой у нас получился уголок. Но нам нужно два уголка. Поэтому я смещаю на 5 миллиметров вот эту линию. Затем отражаю зеркально. И выбираю вот это вот уголок сам. Подтверждаю. Выбираю точки оси отражения. И нажимаю нет. А линию оси удаляю. И вот у нас получился значок. Тот, который необходим. Теперь давайте посмотрим. Здесь надо сделать то же самое. Да? То же самое. Ну, давайте так сделаем. Скопируем. Ну, чтобы не рисовать линию перпендикулярную, мы ее просто вот сюда перенесем. Так. Вот тут поставим. Так. Эту уберем. Сделаем ее тонкой. И сделаем с нее что? Линию сечения, вот такую, как мы делали. Я ее чуть-чуть продлеваю. Ну, собственно говоря, что я делаю? То же самое, да? Как с противоположной, на предыдущем, как мы делали. Вот так. И изображу здесь вот эти. Ну, выключу здесь. Так, выключу, чтобы был тонкий. И сделаю такие зубчики, да. Орто выключу. Так, и посерединке уберу. Вот. Теперь выбираю. И опять ее копирую. Вот так, миллиметров на 20. Потом и еще, ну, можно и на глаз, да, вот так. Вот, выбрал. Теперь нужно мне что? Я опять скопирую. Ну, чтобы не рисовать нам новую линию, вот сюда. Так, теперь эту смещу на расстояние 60 миллиметров. Вот так, да, получается. Опять их преобразуем в штриховые. И дальше здесь начертим уже основными линиями. Так, ну здесь, как его сделать здесь, чтобы оно было точно. Здесь должно быть 135 градусов. Если вы помните, у нас там угол был, получался. Ну, придется привязку включить. Вот эту, да? Чтобы точно строить. Продолжение. Вот видите, когда я так веду, видите, показывает продолжение. Продолжение должно быть у меня 20 миллиметров.
Ну, и тогда вот так построим. Опять продолжение 20. И замкнем. Ну и здесь также построим продолжение 20. Продолжение 20 и замкнем. Так, теперь нам надо здесь сделать точно так же сварку. Выключим привязку. И смотрите, мне одна проблема. Начертить штришок. Значит, я в любом месте щелкаю правой клавишей переопределение привязок. Нормаль. И вот я что сделал? Я выбрал привязку нормаль на одну команду. Да, на одну команду. Вот так вот. 10 пишу, Enter. Вот у меня штришок перпендикулярный получился. Значит, а теперь я его просто-напросто что делаю? Переношу, ставлю сюда. Дальше копировать. Его выбираю, подтверждаю и смещаю вот сюда на расстояние 10. Затем тут можно так, вот как я делаю сейчас, 20, затем 30, затем 40 и затем 50. Все, достаточно. Выбираем их. Копируем за эту точку. Нет, не так. Выбираем. Копируем и переносим сюда. Вот так. Все получилось. Ну а теперь нам надо сделать, как помните, точно так же вот этот значок. А можно его, тут же уголок такой же, да, его можно бы и скопировать. Давайте попробуем его скопируем. Вот, скопируем вот так. И теперь его повернем. Ну, сейчас посмотрим, как его тут можно, удобно ли будет его выбрать. Ну, не очень, да? Поэтому мы его все равно, мы его так сделаем. Нам нужна эта линия, поэтому мы ее чуть-чуть продлим. А затем скопируем. Так, это будет верхняя у нас. Вот так. Поставим вот сюда. А теперь повернем вот этот элемент. Повернем. Так, чтобы эта линия у нас стала вот так. А теперь, ну, собственно говоря, здесь можно ее обрезать сразу, чтобы не мешало. Обрежем. И вот это обрежем. Ну вот так. И теперь это что? Перенесем поближе. Ну, так. Очевидно, вот эти лучше обрезать сразу. Так, почему он обрезается весь? Вот так. А теперь перенесем поближе значок. Так, и вот так. Все, значит, смотрите, что у нас есть. У нас есть прокладки, у нас есть дальше значки везде, на всех уголках. И везде есть сварка. Но здесь я уже заранее поставил, чтобы было быстрее. И ставил я ее с помощью
инструмента массив. Значит, как она ставится? Опять же, мы должны нарисовать первым делом вот здесь штришок 10 миллиметров. Вот я его нарисовал. Ну и давайте здесь сразу такой сделаем 10 миллиметров. 10 миллиметров. Теперь я хочу использовать массив. Поэтому выбираю команду вот массив. Массив по траектории. И мне подсказка выбрать объект. Выбрал. Enter, подтверждаю. Выберите криволинейную траекторию. Но прямая — это частный случай криволинейный. Вот я ее и выбираю. И вот он у меня построился. Но, смотрите, да, здесь у меня расстояние между там 14 с чем-то. Значит, я ставлю 10. Вот она стала через 10. Так, давайте, ничего страшного, что она больше. Теперь точно сразу сделаем здесь. Опять команда массив по траектории. Выбираю объект, подтверждаю Enter и указываю траекторию. И опять же ставлю расстояние 10. Так, ну здесь у меня немножко есть лишнего. Поэтому массив у меня это цельный объект. Вот смотрите, я его выбираю, он выбирается целиком. И все. Ну, для того, чтобы убрать отдельные штришки, то надо этот массив что сделать с помощью команды расчленить. И вот он теперь стал отдельный объект. Теперь расчленить, и я вот этот объект выбираю, подтверждаю. И вот смотрите, видите, теперь у меня штришки выбираются по отдельности. Ну, я могу их выделить и удалить лишнее. Так, удаляем. И здесь тоже удаляем. И вот осталась та сварка, которая необходима. Все, собственно говоря, здесь все. Дальше необходимо поставить размеры. Но предварительно ставить размеры мы будем где? Вот там, в листе. Поэтому мы масштабируем. Раз, выбираем масштаб, выбрать объекты. Выбрали объект, подтвердили Enter и базовая точка, ну вот здесь, и пишу масштаб. Это будет 0.1. Почему 0.1? Потому что я его единица поделил на 10. 0,1, да? И смотрите, он у меня, наверное, будет... Сейчас, давайте проверим. Я его скопирую. И то есть сделаю два варианта. Вот этот масштабирую. Подтверждаю. Базовая точка. Масштаб 2. Вот, у меня два варианта. Один в масштабе 1:10, а это в масштабе 1:5. Ну, давайте, чем крупнее, тем лучше, да? Вот я его сейчас перенесу вот сюда и поставлю. Так, чуть-чуть мне что-то мешает, да? Так, вот так было бы идеально, да? Смотрите, тогда... Что мы можем делать? Мы можем убрать вот с этой стороны эти значки. Можно убрать их в том случае, если это один и тот же уголок. Поэтому достаточно значка одного справа. Если бы здесь были разные уголки, то так сделать нельзя. И теперь его опять перенесу. Перенесу вот сюда. Вот теперь он у меня здесь идеально помещается. Все. Значит, это тогда не годится. Значит, запомним, мы его в масштабе 1:5. Теперь необходимо поставить размеры и подписать сварные швы, и сделать выноски и заполнить табличку. Значит, ну, первое, подписать. Значит, давайте подумаем. Подписывается текстом однострочным. Цифры взять надо 2,5. Вот у нас здесь вот эти циферки, размеры букв 2,5. А это 3. 3 точно будет великоваты. И подписывается так. Вот мы должны еще, да, подписывать. Мы должны померить сначала, да. Какая тут длина сварного шва будет. Вот я измеряю. Измеряю расстояние от этой точки
до этой. 30 получается 8. И 5, ну, тут 37 и 5. Но мы должны умножить на 5. Значит, получаем мы что? 150, 185, 187 миллиметров. Теперь выбираем аннотацию одиночный текст, односрочный. И я черчу его вот так. Ну, чтобы строго параллельно было, то я его поставлю так. И пишу 185. Так, вот. Ну, я должен написать так. 6 умножить на 185. 6 это означает высота катета шва, а 185 это длина сварного шва. Вот таким вот образом, да, ставится длина. Ну, я не буду терять ваше время, да, и подписывать все, но она делается абсолютно одинаково, только занимает время, поэтому я покажу принцип. Аналогично. Здесь, ну вот, например, здесь однострочный текст. Я пишу, вот, например, здесь. И вот так. И пишу здесь 6. И все. Обратите внимание, 6 я написал, больше ничего. Так. Он у меня повернулся, да? Вот так. Угол поворота 0. Если я хочу написать горизонтально, я пишу 6. Все, вот он. Если у меня шов идет по всей длине фасонки, вот он, целиком по всей длине, то достаточно писать, как я написал, только высоту катета шва. Везде в остальных местах его нужно писать так: 6, 126, 185 и так далее. Да? Подписали. Так, теперь, после этого необходимо нам проставить размеры. Смотрим теперь размер. Вот посмотрим, какие у нас они вообще есть, созданы стили. Я включаю аннотации, размеры, открываю и смотрю. У меня есть стиль S, это значит размер строительный с засечками. И шрифт у нас 2,5, да, везде, то есть 3,5 стоит, да, 3,5 не годится, да. И 5, вот он, 3,5 на 5 есть у меня, да. Я его буду редактировать. И у него поставлю текст равным 2,5. Остальное все останется как было. Окей. Окей. Ну, вот я его переименую, чтобы потом не путаться. Вот он, 2,5. Все. Есть, закрываю. Теперь, что за размеры нам нужно поставить? Ну, во-первых, наша фасонка, она в виде трапеции, поэтому нужно сделать что? Поставить размера 3. Один размер. Так. 80. Что это? Явно неправильно, да? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас тут делается. Ах, видите, 3, 5, 1. Мне надо этот, не тот, который я... Значит, у меня, видите, не выбрался здесь. Мне надо 2,5 на 5 такой. Вот он выбрался. Иногда бывает так, что оно с первого раза не выбирается, да, то, что нужно. Ставим здесь. О, это другое дело, да. Вот она 398. Теперь меньшую сторону вот эту показываю. Вот она. И здесь вот эту сторону. Для изготовления такой фасонки этого будет вполне достаточно. Так, если циферка вот тут у нас, то нехорошо, да, она циферка стоит, я ее что сделаю? Сдвину. Да, все, по фасонке все. Теперь мы должны указать, как мы привязали сюда уголки. Для этого ставим размер параллельный и ставим его вот так. Ну,
если помещается, его можно поставить вот сюда, у меня помещается. Если не помещается, то можно его вытянуть и сюда. Смотрите, что тут получается. Мы размерными линиями пересекаем размерные. Это, конечно, нехорошо, но допускается это делать в том случае, если никаких других вариантов нет. Поэтому вот смотрите, что я могу поставить. Ну, я могу поставить вот так. Да. У меня тут получается поставить. Я указал. Дальше, что мне надо поставить за размер? Вот этот. Насколько я сдвину. Можно сюда. Дальше, это уже можно линейным размером. Показать, насколько я выступил. Да, вот это расстояние. Так. Я вообще выступал на 20 миллиметров, да? Вот видите, он меня показывает 19, да? Ну, может быть, оно 19,6. Я поэтому исправлю на ту цифру, которая нужна мне, да? Вот 20, да, чтобы было так. Так, 50, 20. Потом, вот здесь еще надо поставить, насколько мы здесь выступили, видите, 20 миллиметров. На одной из накладок то же самое показать размеры. Вот так. И показать ее вот так. Высоту ставить не надо. Высота будет равна чему? Уголок плюс 2 раза по 20. Да? То есть она получается автоматически. И что еще? Ну и все, да. То здесь уже больше образмеривать нечего. Да? Второй раз здесь на накладках третий, четвертый ставить не нужно. Дальше, следующее, что необходимо сделать, это проставить позиции. Ставятся они с помощью мультивыноски. Аннотация, мультивыноска, и предварительно ее нужно настроить. Настроить как? Изменить. Тип так тут все остается. Текстовой стиль 3,5. То есть на ступеньку больше, чем размерные цифры. Дальше остальное все остается. Формат выноски здесь поставить символ, точка в конце стоит. Вот видите, тут есть выбор, что там в конце может быть. Точка, да, точка выбираем. Размер пускай так остается маленький. Содержимое здесь так и все остается, за исключением. Текстовой стиль надо обязательно выбрать из тех, которые мы создали. Вот у меня есть создан стиль 3.5, то есть он будет такой же шрифт, но 3.5. Окей. Окей. Все мы настроили. Теперь строим эту мультивыноску. Строится она так. Вот первое. Раз. И пишем деталь 1. Вот она у нас есть. Дальше мультивыноска. Ну, по порядочку так. Сначала идут у нас пластины. Ну, такие основные детали. То есть фасонка, уголки. Да? Вот я выбираю вот уголок. То же самое. Ну, я его так поставлю. 2. Дальше еще. Это один уголок. Теперь этот уголок надо показать. 3. Так, есть. Теперь еще уголок вот этот. Вот этот уголок. 4. Есть. Так, теперь указать вот это накладка. Это будет 5. Вот эта накладка. Она тоже будет 5, поскольку она что одинаковая. И еще вот эта накладка, ну можно с этой стороны показать. Это будет у нас 6. И, ну и эту тоже надо показать. И эта накладка будет у нас, это 7. Итого у нас 7 элементов. Проверяем. Вот здесь фасонка. Раз, два уголка. Так, есть третий, четвертый уголок и накладки все, да? Все. Теперь осталось заполнить таблицу. Заполнить таблицу. Значит, таблица заполняется так. Значит, я эти размеры уберу.
И я покажу на примере нескольких элементов. Первый это идет у нас пластина. Поэтому пластина, вот здесь в этом месте позиция, мы пишем ее номер 1. Ну и пишем мы как обычно текст многострочный. Здесь у нас 2,5, да? Получается, пишем вот так, пишем 1 и выравнивание середина по центру. Написали. Так, написали. Дальше сечение. Сечение у нас пишется максимальные размеры 398 на 305. 398 на 305. Тоже многострочный текст. Вот здесь пишем 398 на 305. Выравнивание. Так, только надо там что поставить? Звездочку. 305. Выравнивание средина по центру. Так, и вот здесь мы поставим черточку. Основную такую, которая-то условным значком у нас будет изображать пластину. Вот так. Дальше. Длина. Здесь ставится толщина для пластины. Так, она у нас равна 10. Выравнивание средина по центру. Так, дальше. Дальше здесь графа количество и написано Т и Н. Что это значит? Эти буквы обозначают слова так и наоборот. Что значит так и наоборот? Вот помните, мы делаем узел N3. Да, вот у нас марка его написано N3. А вот у нас есть узел N5. Он, собственно, такой же, но в зеркальном отображении. И все элементы у него будут аналогичны. Поэтому смысла чертить, например, узел N5 нет абсолютно. А можно что? Данные его записать сразу сюда. Вот это и означает наоборот. Ну, мы делаем чертеж для одного узла, поэтому мы пишем только в графе так, ставим. Пишем здесь одна пластина, выравнивание середина по центру. Дальше масса позиции одной. Масса позиции определяется следующим образом. Масса это будет что? Это будет у нас объем умноженный на плотность. Объем умноженный на плотность. Объем считается так. Эта цифра на эту и на эту. Ну, я сейчас умножу. И умножать надо в метрах. Да, в метрах. Поэтому 0,398 умножить на 0,305. И это что получилось умножить на 0,01. Итого у меня получилось 0,12 метра кубических. И умножить на плотность стали. Плотность стали равна 7800 килограмм на метр кубический. Поэтому я вот это умножаю на 7800 и получаю здесь ответ 9,46. Вот сюда пишу 9,46. Выравнивание середина по центру. Так, масса всех. Если бы у нас здесь было две штуки, то мы тогда бы что? Массу одной позиции умножили на 2 и написали бы сюда. Но у нас нет другой больше ничего, поэтому мы что? Скопируем это и поставим сюда. Все, написали. Здесь, вот в эти графы мы ничего не записываем, но эти графы должны быть, мы не имеем права их удалить. Значит, для пластины аналогично находится масса вот для этих прокладок. Это тоже пластинки, но у них размеры 60, у этой будет 140 и толщина 10.
И для этих также. Это будет у них тут 75 уголок плюс 40, 115 ширина 60, толщина 10. Количество их, смотрите, вот элемент этот пятый. Их количество будет здесь 2 и здесь 2. Итого 4 будет. А здесь тоже их будет 4 штуки. Ну, остальное я не заполняю, поскольку оно одинаково для пластинок. Теперь для уголков. Ну, вот у нас уголок, ну, давайте возьмем вот этот, уголок третий. Значит, третий уголок, это уголок, вот он. Значит, мы его сначала должны длину найти. Выбираем быстрое свойство, и длина его 28. Так, ну не забывайте, что это что у нас? В масштабе 100, поэтому его длина 2828. Вот видите, как мы его быстро определили. Значит, сразу, чтобы не забыть, мы эту длину запишем. Вот сюда 2828. Записали. Выравниваем середина по центру. Выровняли. Ну, а здесь пишем, позиция это будет третья. Многострочный текст. Позиция 3. Выравниваем середина по центру. Здесь, где уголок, записываем так, опять многострочным, многострочным текстом. И здесь записываем. У нас уголок здесь 75 на 8. Пишем 75 умножить на 8. Выравниваем середина по центру. Так, и здесь, раз уголок, то мы сделаем условный значок. Условный значок вот так. Черточка сюда, вертикально. Поставим ее вниз. Маленькая. И сюда. Вот так. Это произвольный условный значок. Все. Масса. Вот здесь. Количество, вернее, их тут сколько? 2. Опять выбираем аннотации, многострочный текст. Вот сюда пишем 2. Выравниваем середина по центру. Так. И масса одной позиции. Значит, теперь давайте мы вернемся вот сюда, к этому началу. И принесем его поближе. И вот смотрите. Массу уголка можно найти в стандарте. Или вот она здесь выписана. 1 метр уголка весит 9,02. Значит, мы 9,02 умножаем. Так, в метрах длина у нас получилось 828. 2. Так, 9,02 умножаем на 2, 828. Итого получается 25,5. 25,51. До сотой. Значит, здесь заполняем. Двадцать пять, 51. Выравниваем середину по центру. Так. А вот в этой графе мы уже записываем цифру другую. Это будет 51,02. 51,02. Так, 51,02 и выравниваем середина по центру. Все. Вот таким вот образом записали. Почему здесь 51? Потому что уголков у нас 2, поэтому 2. Но дальше я ваше время задерживать не буду, да, потому что делается дальше точно так же одинаково. Вот у нас и получился наш оформленный чертеж металлических конструкций. На этом на сегодня все.